А вы знали, что касатки не просто большие дельфины, а настоящие подводные охотники, которые способны на все? В последнее время они начали проявлять агрессию и к людям. Сегодня вы узнаете о случаях, когда эти гиганты океана буквально взбунтовались и напугали всех до дрожи. Эти истории заставят вас по-новому взглянуть на море. Готовы? Погнали! Касатки атаковали лодку у побережья Испании. Хищники таранили парусник и пробили его корпус. И это далеко не первый подобный инцидент. В последнее время касатки, кажется, объявили войну яхтам, преследуя и топя их. Экипаж яхты в Гибралтарском проливе изо всех сил пытался спасти свое маленькое судно от затопления. Вода уже заполнила примерно половину трюма. Пришлось срочно вызвать береговую охрану. Причиной всему стала огромная пробоина, появление которой трудно сразу поверить. Это укус касатки. Но нападения на яхты происходят не в одиночку. Чаще касатки нападают стаями. В феврале 2010 года в аквапарке SeaWorld, расположенном в Орландо, США, произошел трагический инцидент, который до сих пор вызывает споры и обсуждения. В тот день самец касатки по кличке Тиликум на глазах у посетителей утащил в воду свою дрессировщицу, 40-летнюю Дон Браншо, и нанес ей смертельные травмы. Тиликум родился в 1981 году и был самым крупным представителем своего вида, содержавшимся в неволе. Его вес составлял 11 905 фунтов, а длина около 23 футов. Животное было поймано у берегов Исландии примерно в 2-летнем возрасте. 24 февраля 2010 года весь мир узнал о произошедшем с Тиликумом. По словам очевидцев, за несколько секунд до трагедии дрессировщица Дон Браншо лежала на животе лицом к лицу с касаткой. Внезапно ее волосы, собранные в хвост, оказались в пасти животного. Эксперты предполагают, что это могло стать причиной дальнейших событий. Возможно, Тиликум решил, что с ним играют, или принял пропахшие рыбой волосы за очередное лакомство. Когда дрессировщица попыталась вытащить волосы из пасти касатки, Тиликум утащил ее в воду на глазах у шокированной публики. Сработала сирена. Сотрудники аквапарка бросились к бассейну, чтобы с помощью сетей загнать взволнованное животное, но было слишком поздно. Через 5 минут Тиликума заметили с безжизненным телом в пасти. Еще через 20 минут тело женщины вытащили из бассейна. Прибывший на место фельдшер сразу понял, что Дон Браншо мертва. У нее был снят скальп и сломана шея. Так трагически оборвалась карьера дрессировщицы в SeaWorld, где она проработала 15 лет. Несмотря на кровавую историю, Тиликум продолжил выступать. В 2011 году его снова допустили к шоу, но на этот раз без прямого контакта с людьми. Касатка участвовала в представлениях до 2016 года, пока не подхватила легочную инфекцию. В январе 2017 года Тиликума не стало. 20 августа 2023 года в интернете появились видео, на которых моряки в Гибралтарском проливе близ города Тарифа обороняются от окруживших их яхту касаток. Этот инцидент поднял 3-летнее противостояние между морскими хищниками и людьми на новый уровень. Защитники природы немедленно выразили возмущение, а ученые снова недоумевают, почему касатки атакуют небольшие суда. Подобные нападения происходили и ранее, но случались редко, 2-3 раза за десятилетия, и обычно не приводили к серьезным последствиям. Все изменилось в мае 2020 года. С тех пор в водах Испании и Португалии зарегистрировано сотни атак касаток на небольшие суда. Более того, 3 яхты после этих нападений затонули. Статистика показывает, что такие инциденты происходят почти каждые 2 суток. За 2 дня до нынешнего инцидента у берегов Фор Тариф и касатки напали на прогулочный корабль Санта-Барбара в водах Португалии и повредили ему руль. Экипаж попытался отпугнуть хищников, вылив в воду дизельное топлива. В конечном счете касатки уплыли, а Санта-Барбару отбуксировала команда спасателей. В Атлантическом океане касатки атаковали судно и прервали гонку на парусных яхтах The Ocean Race. 3 касатки столкнулись с яхтой команды Джаджо 22 июня 2023 года, когда она приближалась к входу в Средиземное море на маршруте из Нидерландов в Италию. В течение 15 минут хищники били по корпусу судна и плавали вокруг него. 3 касатки подплыли прямо к нам и начали бить по рулевому управлению. Наблюдать за касатками захватывающе. Они прекрасные животные, но это был опасный момент для нас, как для экипажа, поделился капитан судна Джелмер Ван Бик. Участники гонки спустили паруса, чтобы снизить скорость яхты, и начали издавать громкие звуки, чтобы отпугнуть касаток. По словам репортера команды, вскоре киты успокоились. В результате инцидента никто не пострадал. Ученые отмечают,
утверждают, что касатки, привыкшие нападать на яхты, начали обучать этому своих сородичей. Обычно они выбирают своими целями небольшие парусные суда и используют одинаковую тактику. Подходят сзади и толкают руль, пока лодка не остановится. В большинстве случаев атаки заканчиваются без вреда для животных или яхт. Стая касаток атаковала синего кита неподалеку от австралийского города Бремер-Бэй. Видео с этими морскими животными привлекло внимание издания Daily Mail. Джемма Шарп, владелица компании, занимающейся организацией туров по наблюдению за китами, оказалась свидетелем событий, происходящих буквально в нескольких футах от нее. Вместе с ней на борту лодки находилось 40 туристов, когда они стали очевидцами жестокой битвы. В тот день 5 групп касаток, общим числом 75 особей, собрались в воде, заметив синего кита, самое большое животное на планете. На видеозаписи видно, как касатки стремительно бросаются в сторону синего кита, выпрыгивая из воды. В течение 3 часов хищники совместно утомляли синего кита, загоняя его до полного истощения. Они пытались перевернуть его на бок, чтобы лишить возможности дышать. Шарп отметила, что этот метод не сработал, так как синий кит оказался слишком мощным. Тогда самка-лидер среди касаток начала кусать его за хвост, чтобы отвлечь. Вся стая набрасывалась на кита всем своим весом, чтобы он не смог защититься. «Мы видели момент, когда он сделал последний вдох, прежде чем уйти под воду», — рассказала австралийка. Она добавила, что, несмотря на трагизм ситуации, наблюдение за охотой касаток представляет большую ценность для изучения морской жизни. «Все эти птицы, акулы и черные дельфины получили жизненно важную пищу», — пояснила она. Туристы на борту сочувствовали касаткам и синему киту. Длина синего кита может достигать 108 футов, а вес превышать 330 тысяч фунтов. Вид занесен в Красную книгу и классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения. Случаи нападений касаток на лодки и яхты увеличиваются с тревожной скоростью. Некоторые моряки настолько обеспокоены, что отказываются выходить в море. Примечательно, что первые нападения начались сравнительно недавно, в 2020 году. С тех пор 3 яхты затонули после атак касаток, а около полусотни получили повреждения. Испанские ученые предполагают, что местная популяция мстит людям за некий инцидент, произошедший 2 года назад. Каждый день мы все больше убеждаемся в правильности нашей гипотезы о том, что все началось с одной из касаток, которая получила травму и пыталась остановить яхту. Но сейчас агрессия распространяется среди касаток все шире, прокомментировала морской биолог Моника Гонсалес. Хотя теория Моники Гонсалес находит поддержку среди некоторых морских биологов, есть и те, кто с ней не согласен. Против ее предположений говорит тот факт, что эта популяция крупных дельфинов традиционно охотилась исключительно на мелкую рыбу. Их сородичи из Антарктиды, например, разработали более сложные методы добычи пищи. Они создают огромные волны, разрушающие и переворачивающие ледяные поля, и отдыхающие на льду тюлени или пингвины становятся легкой добычей. Эти млекопитающие отличаются высоким уровнем социализации и способностью адаптироваться к новым условиям. Мы можем наблюдать подобное поведение в Охотском море, где они научились охотиться на гренландских китов, хотя изначально у них это не получалось. Затем они достигли успеха и начали передавать навыки своему потомству, пояснил заместитель руководителя программы «Белуха. Белый кит» Института проблем экологии и эволюции РАН Дмитрий Глазов. Однако атлантическая популяция касаток до недавнего времени ничем подобным не занималась. Более того, непонятно, какую цель преследуют эти нападения. Биологи обращают внимание на 2 аспекта. Животные очень избирательны в выборе целей и атакуют только пластиковые элементы яхт, избегая металлических деталей, чтобы не повредить себя, и не проявляют интереса к людям. Их поведение напоминает человеческое. Они экспериментируют, делают ошибки, исследуют и учатся. Все нападающие касатки были молодыми особями. Думаю, что для них это просто игра, заметил биолог Джефф Корвин. Эти игры крупнейших в мире дельфинов наносят значительный экономический ущерб. После их атак яхты часто остаются полностью непригодными к управлению. Теперь рыбаки и яхтсмены надеются получить рекомендации от ученых о том, как действовать в случае нападения касаток. Однако, поскольку это новое явление, биологи пока могут предложить лишь избегать выхода в море, особенно ночью, когда касатки наиболее активны.
Касатки, также известные как киты-убийцы, являются самыми крупными представителями семейства дельфиновых, распространенных почти по всему Мировому океану. Большинство касаток обладает элегантной черно-белой окраской. Черная спина с белыми пятнами за глазами и белым или серым седловидным пятном за спинным плавником и белым брюшком. У некоторых популяций в Антарктиде окрас изменился с белого на желтоватый. Касатки – это социальные животные, живущие в сложных многоуровневых группах. Первая ступень социальной структуры – это семейная группа, состоящая из самки-матриарха, ее сыновей, дочерей и внуков, детенышей и дочерей. Самки способны размножаться до 40-45 лет и могут жить до 90 лет. Одна семья может насчитывать до 4 поколений. Состав семейной группы стабилен, и ее члены редко расходятся друг с другом более чем на несколько часов. Родственные семьи объединяются в стаи, численность которых варьируется от 10 до 50 особей, и они проводят вместе значительную часть времени. Важно отметить, что самцы редко спариваются с самками из своей стаи. Несколько стай могут формировать клан, участники которого общаются на одном диалекте. Если кланы периодически смешиваются между собой, формируется 4-й уровень социального устройства – сообщество. Социальная структура у мигрирующих касаток проще. У них семейные группы и, соответственно, стаи меньше, и их участники часто отделяются от группы на длительный срок или навсегда. Самцы, покинувшие свою семью, иногда живут в одиночестве и присоединяются к какой-либо стае только на короткий промежуток времени для размножения. Для касаток общество играет ключевую роль. Особенно это касается самцов, которые, будучи изолированными от своей семьи, умирают раньше, чем их более социально активные родственники. Интересно, что долгоживущая самка-матриарх, продолжающая жить после наступления менопаузы, способствует увеличению продолжительности жизни своих потомков. Однако причины этого явления пока остаются невыясненными. Как и другие социальные животные, касатки активно взаимодействуют друг с другом. Они разговаривают посредством различных звуков, включая щелчки, свист и крики, которые используются не только для общения, но и для охоты и ориентации. Известно, что у оседлых северных касаток, помимо общего диалекта, объединяющего стаи и кланы, у каждой особи есть своя уникальная вокальная подпись. Касатки обучают своих детенышей семейному диалекту, многократно воспроизводя характерные звуки в первые недели после рождения малышей. Рацион касаток включает около 140 видов птиц, млекопитающих, рыб и головоногих. В зависимости от ареала обитания дельфины специализируются на определенной пище. Одни предпочитают питаться преимущественно рыбой, другие охотятся на тюленей и китов, а третьи ловят птиц, например, пингвинов. Естественно, в зависимости от пищевых предпочтений меняется и стратегия охоты. Например, касатки, живущие у берегов Норвегии и питающиеся в основном сельдью, охотятся на нее группами. Они окружают косяк рыбы и, плавая вокруг него, заставляют рыбу собираться в плотный ком. Для дезориентации и ослепления рыбы касатки бьют по воде хвостом и кружатся, демонстрируя то белые участки живота, то черные участки спины. Популяция касаток, обитающая в Северной Атлантике, предпочитает питаться ластоногими. Эти касатки охотятся семьями. Они патрулируют побережье в поисках добычи или стоят на страже возле детских садов, где тюлени рождают потомство. Касатки сталкивают тюленей, пытавшихся укрыться на маленьких льдинах, используя потоки воды, смывая их в океан. Ластоноги, в свою очередь, спасаясь от касаток, прячутся на мелководьях, куда касатки не заходят. Кроме того, тюлени научились распознавать звуки, издаваемые касатками, и предупреждают о приближении хищников за 2-3 дня до того, как это сделают люди. Более того, тюлени различают диалекты разных популяций касаток и не реагируют на сигналы знакомых им рыбоядных дельфинов. Касатки также охотятся на своих сородичей китообразных. Канадские эскимосы рассказывают, что дельфины охотятся на гренландских китов, которые намного крупнее их, а также на нарвалов и белух. Гренландского кита касатки топят, не позволяя ему подниматься на поверхность, или перекрывают дыхательные пути. Касатки могут наносить удары хвостом, стараясь сломать киту ребра, и по сути поедают его заживо, отрывая куски мяса из брюха. Нарвалов и белух касатки атакуют аналогичным образом, но предпочитают нападать на самок и детенышей нарвалов, избегая самцов, способных нанести им травмы своим рогом. Касатки – одни из немногих морских животных, репутация которых неоднозначна. Все знают, что дельфины – наши друзья, а акулы – враги, но что касается касаток,
касаток, то однозначного мнения нет. Оказалось, что они не такие уж и безобидные. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все. Всем пока!